Сейчас я нахожусь в районе Mayfair, одном из самых дорогих и богатых районов Лондона. Здесь находится все. Например, салон Ferrari, потому что здесь много крутых тачек. Также здесь квартиры, которые стоят по 5-6 миллионов фунтов. И это так, средняя цена. Здесь много классных ресторанов, красивых скверов, например, как этот Berkeley Square. В общем-то, жизнь здесь кипит. Если придумывать синоним слова Mayfair, то это точно будет богатство. В общем-то, такая вот luxury life в центре Лондона. Но до 16 века здесь почти ничего и не было. Здесь были просто луга, поля, такая обычная сельская жизнь. Но потом пришел Генрих VIII и сказал: все, с этого дня все будет по-другому. В общем-то, тогда Лондон и перестроился. Тогда при Генрихе VIII Mayfair и стал таким Mayfair'ом, как мы видим его сейчас. Чем еще известен и популярен этот район? Это своими тремя самыми большими шопинг-улицами Лондона: Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Бонд-стрит. В общем-то, вот такая вот богатая жизнь. Также интересный факт, что поле Mayfair в английской версии игры Monopoly — это самое дорогое поле во всей игре. Если можно было бы ассоциировать Mayfair с каким-то звуком, то это точно был бы звук шуршащих банкнот или капающих звонких монет. В общем-то, вот такой вот район. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю и с чем ассоциирую это место. Дальше я вам покажу несколько домов в этом районе, чтобы вы прониклись в историю этого места еще сильнее. Так что пау-пау-пау! Сейчас я вас веду в первое место. Я вам расскажу уже там, чем оно популярное. Пока взяла кофеечек и наслаждаемся. Наслаждаемся прекрасной погодой, прекрасным местом, центром Лондона. В общем-то, видите, что будет дальше. А сейчас просто посмотрите на цены здесь. Как бы 6 миллионов 700 тысяч. Это, например, это аренда, но тут даже нет цен, они боятся пугать людей. Ну, в общем-то, вот такие вот цены. Сейчас мы стоим у дома по адресу 50 Berkeley Square. Этот дом окутан разными легендами. В основном здесь рассказывают легенды о том, как были убиты разные люди на чердаке. Также здесь покончила самоубийством одна девушка. Еще здесь жил премьер-министр Великобритании. Здесь даже есть табличка на его имя. Джордж Каннинг, который умер в 1827 году. В своих мемуарах он тоже писал о том, что он слышал какие-то очень странные звуки из чердака. Верить этому или нет? А сейчас я подошла к Lansdowne House. Это известное место, так как здесь жили 3 британских премьер-министра. В общем-то, такое сейчас не самое красивое здание, но все-таки с богатой историей. И прям рядом с Berkeley Square. Так что вот такая вот жизнь. Перемещаясь от этого здания, хочу вам показать вот это. Это место, где раньше жил создатель Selfridges, одного из самых дорогих лакшери шопинг-центров Лондона. Я вам его потом тоже покажу. Если увидите в Лондоне людей с желтыми большими пакетиками, то они точно идут из Selfridges. А вот тут-то жил создатель в таком, казалось бы, не самом примечательном тоже доме, но в самом центре города. Вышел рейтинг самых дорогих улиц Лондона. И угадайте, где я сейчас стою? Конечно же, на Графтон-стрит, которая топ самых топовых улиц Лондона. В общем-то, представляете, что средняя стоимость квартиры здесь 70 миллионов фунтов. Вообще нереальные деньги, но вот такая вот жизнь в центре Лондона. Погнали дальше. Ну а если вам совсем уж надоело гулять по этим богатым, дорогим улицам Mayfair, то вы можете присесть на лавочку в компании, конечно же,
Конечно же, этих двух прекрасных мужчин, Рузвельта и Черчилля. Ну, и на фоне еще Патек Филипп. В общем-то, прекрасная жизнь, не правда ли? Также в Лондоне есть два аукционных дома – Кристис и Сотбис. И сейчас я стою на фоне одного из них – Сотбис. Совместно оба аукционных дома составляют более 90% мировых продаж аукционного рынка. И здесь, в Сотбис, годовой оборот составляет 1,5–2 миллиарда фунтов в год. Вот так вот. В общем-то, вот такой вот этот дорогой, богатый район Майфэр. Я вам показала сейчас самые интересные места, поводила по разным улочкам. Я надеюсь, вы прониклись этой архитектурой, этой культурой, вообще этим духом богатства. Вот так вот. Ну, я пошла в эту богатую жизнь.